Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться одним из вариантов обтяжки вот такой деревянной шкатулки. Шкатулка прямоугольной формы, простая деревянная. Крышка у нее откидывается и закрывается вот на такой замок. Материал для обтягивания шкатулки я выбрала под названием замша вот в таком нежно-пудровом цвете. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Размер шкатулки в ширину 12 см, в длину 17 см и высоту вместе с крышкой 7,5 см. Немного расскажу вам про ткань под названием замша. Очень хорошо тянется только в одну сторону, по структуре плотная. С лицевой стороны напоминает бархат, но ворс намного короче. Очень мягкая и приятная на ощупь, большой выбор цветовой гаммы. Думаю, такой тканью можно обтягивать не только шкатулки, но и елочные игрушки. Будет смотреться очень интересно и нежно. А теперь инструменты, которые понадобятся для работы: ножницы, отвертка, кисть широкая, клей ПВА, сантиметровая лента и линейка. Также понадобится картон, но не слишком плотный, а для чего я расскажу по ходу работы. Перед тем, как начать обтягивать шкатулку, сначала я с помощью отвертки сниму замок и крепление с обратной стороны. Советую шурупы и зажимы разложить в какие-нибудь емкости, для того, чтобы в процессе работы они у вас не потерялись. Фурнитуру я окрашивать не буду, так как она очень хорошо сочетается с замшей пудрового цвета. И начну обтягивать шкатулку с крышки. Кладу крышку на ткань и с помощью линейки и ручки отмеряю нужный мне отрезок материала. Ткань беру с захватом для того, чтобы хватило обернуть крышку изнутри по краям. Получился вот такой прямоугольник, и я вырезала ткань так, чтобы она тянулась в ширину. Теперь с помощью кисточки нанесу клей ПВА наверх крышки. Теперь сверху на крышку накладываю ткань, не растягивая ее. И обязательно так, чтобы со всех сторон оставалась лишняя ткань для обтяжки вовнутрь. После этого я кладу чистый лист бумаги, затем ставлю что-то тяжелое сверху, то есть отправляю эту крышку под пресс. Таким образом на бумагу выйдет лишняя влага и поверхности между собой склеятся ровно. По времени нужно выдержать хотя бы полчаса для того, чтобы продолжить дальнейшую работу. А пока крышка под прессом, я займусь остальной частью шкатулки. Чтобы вырезать нужное количество ткани на низ шкатулки, я буду накладывать ее вот таким образом. И, конечно, тоже ткань буду брать с захватом для того, чтобы края обернуть изнутри. Наношу клей только на верхнюю часть на шкатулке. А затем накладываю ткань таким же способом, как и на крышку шкатулки. И отправляю под пресс также примерно на полчаса. Крышка подсохла, и теперь на место нужно поставить фурнитуру. С помощью ручки отмечу вход шурупов, а с помощью булавки сделаю его более удобным.
Проклею только то место, где будет располагаться замок, и затем с помощью отвертки зафиксирую его обратно. И точно таким же способом я обратно закреплю зажимы с обратной стороны крышки. Теперь с помощью ножниц я убираю лишнюю ткань по краям крышки. Сразу много не отрезайте, для того, чтобы была возможность потом ее подровнять. И вот такие стыки должны получиться со всех сторон. Ткань старайтесь резать максимально ровно, чтобы при проклейке он не выглядел кривым. Сначала я думала натянуть ткань по углам крышки, но тогда шкатулка не смогла бы закрыться ровно. А эти стыки затем впоследствии можно закрыть красивой фурнитурой, хотя я видела, что многие оставляют в таком первоначальном варианте. Перед тем, как начать проклеивать крышку внутри по бокам, нужно вот таким образом убрать лишний материал. Затем я проклеиваю стык с двух сторон тканью, чтобы впоследствии убрать лишнюю. И вот таким образом нужно сделать стык, который будет внутри. Для этого я с помощью ножниц наискось убираю лишнюю ткань с двух сторон. Когда будете проклеивать шкатулку внутри по краям, также обязательно используйте пресс. Так ткань ляжет полностью ровно и хорошо приклеится к шкатулке. А вот так максимально аккуратно вы должны сделать стыки со всех сторон крышки шкатулки. Благодаря тому, что стыки будут ровными, вы с легкостью их закроете любой фурнитурой. С низом шкатулки я проделываю все те же самые действия. Проклеиваю замшей сначала боковины, которые идут в длину, и ставлю на место замок. Зажимы я буду ставить в конце, так как обтянуть шкатулку внутри будет легче в разборном виде. Советую проклеивать шкатулку по одной стороне и всегда каждую из них отправлять под пресс. А вот таким образом с помощью ножниц я убирала лишнюю ткань и равняла стыки на шкатулке. Делайте это постепенно и аккуратно, никуда не спешите. Лишнюю ткань с боковин длинных я убрала, а теперь я проклею боковины, которые покороче, и только после этого на них уберу лишнюю ткань. И еще раз хочу напомнить, что не забывайте отправлять каждую проклеенную часть шкатулки под пресс. Вот так выглядит лишняя ткань у стыков. Ее я уберу с помощью ножниц. Также я уберу сразу лишнюю ткань для того, чтобы проклеить нижнюю часть шкатулки внутри. Я очень надеюсь, что объяснила вам понятно процесс образования этих стыков, и далее в видео поделюсь уже готовым результатом, как они должны выглядеть. Я их делала точно таким же способом, как и на крышке шкатулки. Сначала проклеила стыки по периметру шкатулки сверху, затем с помощью ножниц убрала лишнюю ткань. Затем перешла вовнутрь шкатулки. Затем сделала ровными стыки по хребту, убрав ткань наискось с каждой стороны. Затем свободную ткань завернула вовнутрь шкатулки, таким образом закрыла хребет. А теперь мне понадобится картон для того, чтобы делать шкатулку красивой внутри тоже. Для этого сначала я измеряю параметры шкатулки внутри, в данном случае крышки. В ширину и в длину я убираю по полсантиметра, а высоту убираю 2 либо 3 мм. И как для примера, эта шкатулка в ширину 10,5 см, а в длину 15,5 см. Соответственно, на картоне я рисую прямоугольник в ширину 10 см, а в длину 15 см. И соответственно высоту 1,5 см
см, а я рисую 1,2 см. Почему я убираю эти миллиметры? Потому что картон и замша дадут свою толщину и высоту в несколько миллиметров. Нам нужно, чтобы эта заготовка из картона и замши вошла вовнутрь шкатулки. И, конечно, желательно, чтобы не было никаких зазоров между этой заготовкой и самой шкатулкой. Я думаю, понятно, почему я так нарисовала эту заготовку из картона. Эти ушки я потом согну, и так эта заготовка войдет вовнутрь крышки шкатулки. И вот так выглядит эта заготовка из картона внутри крышки без замши. И по высоте заготовки осталось еще свободное место как раз для замши. А теперь нужно заготовку из картона соединить с замшей. И далее в видео я поделюсь с вами этим процессом. Заготовку переворачиваю и обратной стороной накладываю ее на замшу с изнаночной стороны. Вот таким образом я их буду соединять вместе. Здесь я тоже беру ткань с захватом для того, чтобы обернуть замшей бока заготовки. Промазываю полностью картонную заготовку клеем ПВА с лицевой стороны. Затем ее переворачиваю и накладываю на замшу и отправляю под пресс. Здесь тоже советую положить между прессом и заготовкой бумагу для того, чтобы вышла лишняя влага. И вот так выглядит заготовка под крышку. Также я уже подготовила картонную заготовку для нижней части шкатулки. Делала ее точно таким же способом, как и для крышки шкатулки. Вот таким образом я убрала лишнюю ткань на заготовке и оставила ее только для проклейки боковин. Приклеивать я буду вот таким образом, также с помощью клея ПВА, и каждую из частей ставить под пресс. Далее в видео я поделюсь уже с вами готовыми и собранными заготовками. Для того, чтобы вот так ровно согнуть края, я воспользовалась линейкой. Клеить все я буду точно так же с помощью клея ПВА, потому что при использовании горячего клея я могу просто не успеть зафиксировать все части между собой. Сначала клеем я промазываю дно шкатулки, а затем прохожусь по бокам. И затем аккуратно вставляю вовнутрь картонную заготовку с замшей. И здесь, конечно, тоже понадобится пресс для того, чтобы поверхности хорошо зафиксировались. Я в качестве пресса использовала тяжелые бусины, расфасованные по пакетам. После того, как низ зафиксировался, теперь я буду склеивать бока. И, конечно, для того, чтобы бока хорошо приклеились, я тоже буду использовать пресс вот в таком виде, как на крышке шкатулки. В данном случае коробки, совпадающие с размером внутри шкатулки. И вот так выглядит шкатулка, обтянутая сверху и внутри замшей. Теперь осталось соединить верх и низ шкатулки, зафиксировав зажимы с помощью отвертки. Здесь я советую соединить шкатулку и закрыть ее на замок, а затем поставить на ровную поверхность. И вот таким образом поставить на место зажимы. И вот шкатулка готова, обтянутая материалом замша в пудровом цвете. Декорировать с вами мы будем ее уже в другом видеообзоре. А на сегодня это все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант обтяжки шкатулки замшей. Буду рада обратной связи и надеюсь, что видеообзор вам понравился и был интересен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!